Рада приветствовать вас в своем саду и на канале. Сегодня я не буду рассказывать про полезное или обязательно важное про сад, а приглашаю на первую прогулку в мой зимний сад. Сейчас у нас тут сентябрь, а я приглашаю в зимний. Очень необычно это произносить, потому что это моя первая прогулка для YouTube формата и вообще по саду. Прошлым летом сад только-только нарисовался, а до этого были отдельные посадки в поле, без дорожек, без ничего. С появлением забора на участке стали появляться клумбы, дорожки. Все будет со временем. Прогулка по саду — это звучит даже как-то по-новому. Раньше была прогулка по участку, по полю, обходила территорию. Сад похож даже не зимний, а предвесенний. Снега нету. И стоит странно теплая погода у нас. +2, +5, до +12. Такая вот странная зима. А завтра обещают -7 вообще. Прогулка будет небольшая, поэтому посмотрим, как получится. Едва заметные изменения в саду уже начали происходить. Вроде бы понемногу, но стало больше солнечных дней, даже не дней, часов. Вот успела словить солнышко только на несколько минут. Съемки не совсем солнечные, а, скажем так, не пасмурно-туманные. Но что-то уже неуловимо изменилось. Или нам хочется так казаться. Покажу вам немного структуру моего участка. Как мы выходим с крыльца. Мне нравится все симметричное, поэтому и многие посадки повторяются. Если мы пойдем направо, мы увидим небольшую клумбу возле правой части террасы. Тут зимует роза у меня Пьер де Рансар, укрытая. Покажу, как выглядит этот кусочек весной. Пионы цветут. Сорта я вам пионов назову уже весной. А сейчас просто посмотрим, как это выглядит возле кипарисовика Элюми или Алюми. Вот такая красота у нас весной. Ирисы, пионы, на заднем плане Пьер де Рансар. Ему 2-й год, этому кустику. В конце осени уже большие плети наросли, и осеннее цветение, все перила террасы были увиты. Такие вероподобные. Я про свои кипарисовики уже вам рассказывала видео. Если повернемся по сторонам, мы увидим Тамарис цифолия, наш можжевельник, кипарисовики, коники небольшие, 2 штуки тоже. И вот связанный стоит кипарисовик Алюми Голд, маленький еще, не наросший. А это можжевельник Blue Arrow, связанный. Ему уже 3-й год, но покупали мы его 1,20 м, 1,30 м где-то с комом земли. Это небольшая моя пихта корейская, покупалась 80 сантиметров. Весной ей будет, наверное, 2,5. Сейчас она с меня ростом. Как-то в прошлом году все растения невероятно наросли. Почему, сама не знаю. Я ухаживала за ними, конечно, все лето, как могла, от стресса. С садом себя отвлекала. Наверное, сильно заухаживала их. Сильно залюбила все свои растения. Связанные кустики — это спирея серая. Гольфштейн, по-моему, называется. Это Мацудана. Ива извилистая, связанная. Про нее тоже есть видео. Я, наверное, ссылку прикреплю. Посмотрите там
стволы я прямо показываю. Я их из 3 веточек, эту иву, вырастила. Ей тоже 3-й год. А вот эта маленькая подстриженная, это ива Хакура Нишики. Осенью как-то у меня настроение было плохое, вышла, думаю, все, обстригу. Она так быстро нарастает. Такой огромный шар, мне там розы закрыл, пересаживала кусты роз. Это укрытая круглая маленькая клумба, про нее 2 или 3 даже видео есть, как я петунии отсюда убирала, какие розы тут растут, можно поискать на канале тоже. Шаровидные туи Даника и Голден какие-то, не помню. А между ними Gold Coast. Вот это, по-моему, Даника. Gold Coast. Можжевельники маленькие. Они такого салатового красивого цвета. И зимой, и летом. Наподобие как ивонный кипарисовик. Цвет у них очень красивый. С 2 сторон от крыльца вот эти элюми или алюми кипарисовики растут. Очень мне кипарисовики вообще понравились. Я после этого накупила всяких разных. А тут заметила, смотрите, пионы стали пробиваться. Ничего себе. Это я осенью пересадила, разделила свой белый куст пионов. Покажу вам. Он с другой стороны участка растет. И с обоих сторон крыльца, слева и справа, посадила, будут белые пионы весной. Красота, красота. Так, сейчас мы пройдем сюда немножко. Вот зимуют мои рододендроны. Я видео маленькие нашла, покажу, как это красиво. Тоже укрытая плетистая роза у меня. А это барбарисы. Про барбарисы на участке тоже есть видео. Ссылку тоже сейчас прикрепляю. Можете посмотреть. Там по сортам подписала я и рассказываю про них. Это колоновидные барбарисы у меня тут растут. Вот сюда планирую к розе в ноги еще маленькую какую-то посадить. Вот это рододендрон Германия. Это, по-моему, Кватыбинский. Это новый. В прошлом году я посадила. И розеум. Какой-то розеум. Элеганс, по-моему. Вот их 3. В этом году планирую еще как раз на день рождения. У меня день рождения весной. Прикупить себе еще пару рододендронов. Коника наша маленькая. Мы ее покупали размером 2 спичных коробка. У меня где-то даже есть видео. Я снимала и говорю, ну внукам останется коника дорастать. А нет, она так ломанулась. И уже так по колено-то коника. А это другой кусочек участка за извилистой ивой Мацуданой. А кракона наша, только я зашла с другой стороны, чтобы показать вам вот эту гортензиевую аллею. Сейчас тоже будет видео. Какая тут красота весной. Сейчас дату я прикрепила, не весной, а летом, в июле, по-моему. Про вау-эффект, когда я рассказывала, я вам упоминала это место. Насколько это шикарно. В прошлом году шапки не очень большие, видите, были. Но я рассадила, тут кустики были по 2-3 веточки. Когда куст более большой, и она любит чуть-чуть полутень, это древовидная гортензия, и полив обязательно. У меня в другом месте растут без полива, они совсем никакие. А это вторая моя пихточка корейская. С той стороны иголочки белые. Смотрите, как красиво. А будет еще красивее. А между туями смарагд и вот этими древовидными гортензиями я осенью пересадила ясколку эту. Я ее уже не знаю, честно говоря, куда отправлять по саду. Несколько кустов просто уже в компост выбросила. Разрастается. Но думаю, тут трава не будет мне расти и будет красиво. Между смарагдами посажен можжевельник казацкий. Самый обычный.
Он такой лохматый, неприхотливый, очень легко укореняется. Ветку прикрепил какой-нибудь скобой к земле. Я из 2 кустов сделала уже 5. Это всего 2 годика им. Растут. Вот этот можжевельник хочу убирать, наверное, весной. На его место ель какую-то посажу. Вишенка наша. А это обошла участок, и следующая у нас такая аллейка. Тут у меня растут, это я показываю тюльпаны. Обнаружила, пробились уже тюльпаны между горизонтальными можжевельниками. Название не помню, есть записанное. Растут тюльпаны посажены и пионы. Тут целая аллея пионов. И гортензия. Вот эта гортензия слева, вторая, это я сама черенковала в самый первый год. Решила, попробую. Все пишут, показывают. Кстати, сейчас черенкую. У меня черенков штук 50, наверное, уже прорастает. Покажу вам, наверное. Следующее видео сделаю про черенкование гортензий. А это горизонтальный можжевельник, тюльпаны. Вот такая аллея у меня. Пионы тут, подушковидные ели. Я про нее тоже нидиформис рассказывала. Вот такие. Не знаю, надо поукрывать, потому что у нас еще и снег обещают. Как тут что. Вот как эта аллея с пионами выглядит. Невероятно красиво просто. Пионы сорта я вам расскажу весной уже. Я, кстати, только вчера заказ еще один оформила на лилии пионы. Хотя весной пионы лучше не сажать. Они на год задерживаются в цветении, плохо нарастают. Или когда весенняя посадка пионов, их надо в прохладное место, в горшок. Корень закопать и сразу где-то на улицу, чуть ли не в сугроб, надо в холодную землю, чтобы они прошли как бы стратификацию. А вот я уже посмотрела, как он пророс, не пророс. Дело в том, что я первый раз делила пионы осенью в этом году и сильно переживаю, как они это все перенесли. Мои пионы. Вот такая красота, красота. Стоит тут весной. Сорта я знаю почти все, но в первый год, знаете, как для себя, когда сажаешь, кажется, мне ничего не надо, буду только на цветы смотреть и все. И все-таки 2 или 3 сорта я потеряла название. Ну, может быть, как-нибудь я это выясню. Планов на эту весну громадье. Трава, смотрите, уже начала расти. Это наш нидиформис, красавчик. Ну, получилась как бы вот такая небольшая прогулка. Вот вам кусочек осеннего сентябрьского сада. Справа гортензия Silver Dollar. Вот это, что розовее, это ванила фрайс. Это я немножко вам рассказываю. Посадки симметричные. С другой стороны такие же самые гортензии. Это пинки-винки на штамбе. Это ту, которую у меня зайцы съели зимой. Ну вот как бы все. Маленькая прогулка. Но они обещают еще быть. Планирую делать такой формат каждый месяц. Будем смотреть, как меняется сад. Ну все, ждем весну. Всего хорошего и до встречи на моем канале.